Здравствуйте. Как ваши дела? Добрый день. Хорошо. Как настроение? Хорошее, отлично. Хорошо. Работаем? Да, да. Прошу тебя, начинай с цели сеанса. Мгм. Ну, это мой второй сеанс. После первого сеанса, который был 30 марта, я, конечно, почувствовала очень себя хорошо. Я просто была в волшебном таком состоянии. Была легкость, радость. Энергии было очень много, конечно. И мне подруга, которая видит энергию, говорит: Юля, ну это просто супер. Говорит, что с тобой сделали на этом сеансе. Ну, она видела все эти подключки, мои порталы, вот этот весь ужас. Она пыталась мне тоже помочь. И она видела, как и после тех сеансов, какой я была предыдущих, и после вашего. И она говорит, этот сеанс, конечно, просто невероятно. Тебя почистили, это просто было очень видно. Вот. Ну, конечно, я не смогла удержать это состояние, надо было больше мне работать. А у меня вот эта работа, каждый день я уставала, и, в общем, не смогла я так закрепить это состояние. И постепенно вот так вот я чувствую, они подключаются все больше, больше. И особенно ночью. Вот я прям ну, их вижу во снах, вот этих всех, ну, как вы там говорили, гопники, вот это называли вы их, вот этот с нижних порталов, жители двухмерные, двухмерного портала того, или какого-то там, я не знаю. Вот. И начали появляться негативные мысли, вспышки злости, осуждения, злословия, нежелание жить. Начали такие вот у меня уже чувства. Я боролась, конечно, с ними, борюсь. Вот. И в снах я наяву подключаются сущности антимира. Вот. И прям нагло отправляет себя. Я чувствую состояние такое помутнения, откачку энергии после этого. И вот цель сеанса окончательно и бесповоротно восстановить свое божественное цветоносное естество, стать свободной, избавиться от интерференции, индикативных программ, восстановить свою альфа-генетику, порвать все контракты, подконтракты с Люцифером и его прислужниками, а также со всеми инфернальными сущностями антимира, которые присутствуют в моей энергосфере. При этом всю карму возвращаю антимиру. Хочу вернуть частички своей души из их пространств и воплощений, жить по плану своей души, по конам нашей священной вселенной, восстановить связь с Первотворцом, восстановить Тор. На предыдущем сеансе были рассмотрены вызывание духа в детстве и поднимание друг друга на пальцах. При этом мы говорили, мать чертей подкинула в рай. Гадание на картах, использование рамок, сведенных карандашей для получения ответов от духа или типа подсознания, гадание на монетках. Также были рассмотрены травматические состояния в детстве в связи с безразличием отношением мамы моей. Хочу проверить, все ли это окончательно ушло или остались еще контракты, подконтракты, программы, чипы, импланты после этого. Также хочу очистить свою сексуальную энергию от привязок к антимиру, запретить доступ к демонам, инфернальным сущностям и взаимодействовать с этой энергией в моей энергосфере. В снах ко мне подключается, происходит как бы сексуальный контакт, скачивает эту энергию. Хочу уничтожить все программы сексуального насилия, устранить страх перед насилием. В этом воплощении у меня не было ни одного случая насилия, но почему-то есть страх перед этим. Если были в моих прошлых воплощениях рабство, насилие, унижение, то отменить все это. Прошу по возможности, если есть на это эзотерическая причина, устранить причину опухоли в груди, инфекции мочеполовой системы. На сеансе хочу устранить программу болезненного отношения к страданиям животным, которая доходит у меня до душевных мучений, патологических. Я очень сильно привязываюсь к домашним животным, чувствую пробой в сердечной чакре, который сильно проявляется после того, как я проявился, после того, как я подкинула 5 котят от своей домашней кошки в воинскую часть. После этого у меня был сильнейший душевный надрыв, и началась череда душещипательных историй по спасению щенков, котят. И я уже почти восстановилась, но периодически проявляется боль, которая точит меня. Я хочу равновесия, хочу убрать эту программу страдания. Я понимаю, что попала в ловушку и с меня скачивает энергию. Надо быть милосердным, но при этом не опускаться в низкие вибрации, не терять здравого смысла. На сеансе прошу посмотреть, в каком пространстве находится мой умерший муж Николай, помочь ему избавиться от ловушек антимира и перейти в светлое пространство. То же самое прошу и в отношении моего умершего отца Станислава. Прошу убрать все некротические привязки к умершим родным и близким людям, особенно к маме Валентине, которая умерла недавно. Виктория, я посчитаю от 3 до 1.
И ты выйдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в Да, эфирном пространстве. да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное-Юлии. Юлия. 1, 2, 3. Да, я ее вижу. Она выглядит, руки, вот так заслоняется, такие черные руки у нее. А со стороны интерферентов такая черная энергия, как будто это какой-то динозавр или варан с крыльями. Просто вот так цепляется. О, это не варан, это как будто птица какая-то. И когти такие, как орел какой-то. Черный орел, Угу. который вот так когтями вот так ухватился за ее правую ногу и вот так отхватил такой шар большой черный, вот так и так кусает ее, как клюет, и крыльями вот так. Угу. Считывается демон власти. Ну хорошо, потом мы посмотрим. Угу. Задвини эту ситуацию. Да. Считай эфирная ДНК Юлии. Она ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает и вот так как будто вынимает, такое движение делает из сердечной чакры, такой Так. черный шар. И Угу. этот черный шар, это как принадлежит этому орлу черному. И она Так. вот так тянется в сектор интерферентов, чтобы забрать свою душу, да. Угу. Считывается, подчинилась контракту. Угу. Так, кто там в интерферентах? Я приказываю всем интерферентам проявиться. Появляется в интерферентах такой, как будто на вершине какой-то очень пика такая пирамида, очень высокая. Сидит на этой пирамиде, вот так ноги расставлены, какое-то двухглавое чудище. Так, и этому Почему-то две чудищу головы. приказываю отвечать этому чудищу, кто он такой. Так, вот эта черная энергия, оно как эгрегор считывается сверху, как силуэт. Вот этот черный. Так. А у него, извиняюсь за подробности, он вот так ноги широко сидит, как будто на унитазе. И как тужится. Угу. Он тужится, а снизу как будто бы хочет туда влезть кто-то. Когда ты говоришь, кто он такой, то есть вот это она многомерная сущность, да, в одном измерении это как эгрегор российской власти. Вот это чудище черное. РФ, да. РФия, да. А внизу вот это, который кто-то хочет залезть, ему как бы в это место такая как голова светящаяся, ну, такая блестящая. Сейчас. Угу. Читай. Получается, там как будто сетка такая черная. Так, кто-то там в сетке. Ну, просто сетка такая, как ребристая, как будто металлическая. А внутри находится, считывается жгутик. Так.
сперматозоид. Мгм. Какой-то генетикой какая-то? Сейчас, не отвлекай, ну, как бы не выдумывай. Сейчас я просто Хорошо, считаю. Не наталкивай ни считаю. на что. Мгм, понял. Считай, Так, Виктория, сейчас что это за... вот это такая, как рыбка, вот это, такой жгутик, и он так же движется, 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 вниз идет в нижний портал, Мгм, так. считывается семя дьявола, а там сидит дьявол, и у него вот это выходит, как у него из его пиндера. Мгм, Фу. м. Так, ладно. Отсоединить от этого Ага. дьявола. А что же он А, хочет? Это же очень интересно, такое первый раз вижу. То есть, как бы так. само семя, вот это семя дьявола, Угу. Так, нужно посмотреть. Так мне и куда хочется она? посмотреть, что оно. Угу. Вот оно, я вижу это желание, как бы войти внутрь этого эгрегора с двумя головами. О, это орел вот этот черный. Вот. Корыфия? Эрефия, да, то есть это конструкция. Ну, свои, Угу. ну, государство, так сказать, потому что а, это конструкция управления, да. И он, когда вот заходит, ну, извиняюсь, но в задницу. Вот. Угу. И получается, что оно вот так как-то через внутрь, когда вот это проникает, это семя, и оно вот так раз расползается, и получается такие, как, знаешь, как кошки бросают, чтобы зацепиться за что-то. Вот Угу. и вот эти светящиеся как бы распространяются за пределы этого существа черного с крыльями, то есть этого эм, надгосударственное строение, энергетическое надгосударственное строение или дух империи, считывается так. Вот прям Угу. слышу, дух империи. Вот этот символ этого орла, это дух империи. Виктория, считай, что это за действие такое на физическом плане, вот это осеменение через задний проход? Как это на физике отображается? Ну, буквально я вижу, как со стороны интерферентов этот дьявол стоит, а кто-то вот буквой «зю» в секторе магии. Из сектора магии вот подставил свою задницу, ну и там это слитие идет, и Угу. так он ржет, а на физике я вижу как такие черные силуэты. О, война! Бегут, Угу. бегут. Вот это соответствует вот как за пределы этой черной птицы выходят вот эти энергетические потоки, то есть нарушать границы пространства других существ, других образований энергетических, то есть нарушение конов целостности, Угу. нарушение конов, слышу, департамента. А что такое Что такое департамент? департамент? Да, давай считаем. Угу. И я вижу, что это считывается департамент. Это такие образования, энергетические договоренности. Договоренности о перемирии. Угу. То есть это такие пространства договоренностей между разными силовыми структурами. Сила это здесь я вижу как основа, ну,
понятно же, что мертвые ничего не делают, а если делают что-то живые, то у них есть Мгм. сила энергетическая, и все эти мысли, все эти события имеют закрепление и эфирные пространства. Так получается, что, ну, буквально я вижу, как стол подписывают и передают. Вижу, как кто-то передает в сектор интерферентов какие-то соглашения. Так, О, кто это Минские передает? соглашения. Минский. А кто передает? Я ему приказываю отвечать. Кто он такой? Президент Украины. Так, какой? Нынешний Зеленский или предыдущий? Нет, не Зеленский. Так, ну Но я ладно, вижу, что мирские нет. отношения, Ну, это, это как такой да, энергетический объект. Я мгм, ничего лица не вижу, но когда понял. ты спросил, то я вот так вижу нет. Мгм. Так, хорошо. Так, хорошо, отсоединись от этой ситуации, Виктория. Да. Посмотри, как Юля связана с всей этой структурой, вот этим двуголовым чудищем. Что за контракт? Я вижу, что у нее, вижу, она показывает мне вот так шестую, седьмую чакру, и там у нее вот так из сектора интерферентов прорастает такая длинная шея, как змеиная, и раздваивается на две, и там такие какие-то страшные перья, и рот такой открыт с такими языками, как курица такая, знаешь, Мгм. обтрепанная, черная, и у нее в голове такие вот какие-то спирали. Считывается сломанное восприятие мира. Как спираль какая-то, она как будто, знаешь, такая плоский металл с такими заклепками. И он так звенит. Оно так движется не гармонично. А что Считывается означает вот эти поломанное разумение. Что означает а что? заклепки вот эти? Что обозначает на этой спирали? Считываются закрытые согласия, согласия, закрытые согласия. И тянется в сектор жертвы, принятие решений и в сектор принесения себя в жертву. Закрытые Мгм. какие-то. И там получается вот это как под заклепкой такое отверстие, как дырка. И Мгм. такая заклепка. Считываются скрепы сознания. Понятно. Ам, Посмотрим контракт Юлии. Пусть покажет контракт, который имеет с этим. Так, вот эта шестая чакра, длинная шея у нее. да. Как образовалось это? Что за контракт послужил? В какой момент, да? Да, какой момент, пусть она покажет. Так, я вижу, что это у нее как маска. Как маска, как будто бы черная маска с таким клювом. И вижу ребенок маленький, Так. пуповина, такая черненькая пуповина. И вот так вот цок. Так, сейчас я смотрю, что в секторе магии кто-то проявляется. Мгм. Так, а ребенок это Юля? Да, это Юля, но я слышу какие-то поминки. То есть, как бы не за здоровье новорожденного пьют, а Мгм. поминки в секторе магии, какие-то поминки. Так, кто там в секторе магии приказу А проявиться? может, у нее какой-то бесплотный прицепился. Сейчас я Мгм. посмотрю, что происходит на эфирном плане в этот момент. Хорошо. Слышу, кто-то говорит, такой черный. Вот она будет наша.
Мгм. Так. А вижу, при чем тут? Вижу лицо Сталина. Мгм. Вот это черный говорит, это лицо Сталина? Вот в этой энергии черной, которая с правой стороны, вот этот орел, Ага. в этом орле проявляется лицо Сталина. Считывается имперский дух. Так, а кто говорит, она будет нашей? Или я И этому, кто я говорит, вижу, приказываю проявиться? Мгм. что это идет, проявляется вот этот дьявол, у которого из его писюна вот эта стрела с этим сперматозоидом. Мгм. Он говорит, мы ее оплодотворим, и она родит нам, и показано, как через нижнюю чакру идет воздействие, пуповина срастается, а в голове вырастает такой, как, знаешь, как взрыв макаронной фабрики. Вот из Мгм. головы, как дерево, вот это все такие спиральки выскакивают. И от Так. этих спиралек такие подключки в сектор интерферентов. И это считывается как к духу, ну, привязано, ну, проявляется дух безбрежия. То есть дух, программа рабства или без границ. То есть когда нет вот этого понимания, где мои границы, то есть жить по конам Вселенной, никому не Мгм. мешать и не позволять мешать самому никому жить. Так, понятно. Значит, подключки эти произошли во время зачатия ребенка. Нет, Это во время правильно? вот этих поминок. Так, давай посмотрим, что это за поминки такие, что происходило. Там умер какой-то солдат, какой-то дедушка. Так. А, в каком-то, даже не в этом доме, а как будто я слышу соседей, у соседей, что-то вот такое происходит. Мгм. Идет как два пространства, вот ее дом, вот там, а родители как бы присутствуют там. Слышу такой живый разговор, считывается как метафизический. То есть, ну, вот этот эзотерические какие-то разговоры Мгм. идут, Так, философские, как говорится. Мгм. А где в этот момент находится Юля? Я то ли это в соседней комнате, то ли как-то не могу точно сказать. Мгм. Вижу в эфирном плане, у нее вот так прорастает левое ухо. Оно как трубочка так вот прорастает, то есть она улавливает этот дух, считывается Мгм. знакомый дух. А, знакомый. А Да, что это за дух? Что это ну, за дух? Я этому духу приказу проявиться. это вот этот дух я вижу как гомосексуальную связь такую же, как в секторе интерферентов кто-то кого-то там Мгм. имеет. Так, значит, во время этих поминок, получается, Юлия услышала вот этот метафизический разговор, как ты сказала, да? Энергетически, да, Энергетический. У да. нее? И в этот момент я вижу, как вот это у нее как пуповинка, она черная, прорастает такими какими-то узлами в сектор интерферентов, и такая белая светящаяся подключка в сексуальную чакру. Угу. Так. И она говорит, я вспомнила диалог, вот это слово диалог, уже в 2 раза я слышу. Диалог, и я вижу, как
вот этот сперматозоид, он такой черный вот в ее сердечной чакре. Вот это как Мгм. плоский такой. Мгм. Так, Так, когда сердечный она чакре. впервые ну, было такое впечатление, что вот там, на этих поминках, уже она как бы до этого уже был какой-то контракт Да. с Люцифером. Я так и слышу. Мгм. Так, а при поминках? Оно привязалось на тот контракт. Мгм. А вот Так, ну эта давай. война, которая произошла, она как бы вот так разбудила вот это все, вот эти, она как сдетонировали вот эти все пружинки, которые уже были в голове, Мгм. то есть дали как такой толчок, и оно проявилось, то есть, ну, слышу, сдетонировало. Понятно. И вижу какую-то черную колесницу с черной лошадью, с двумя головами, которая вот такая колесница, колеса такие большие, и такая запряжена лошадь. Лошадь одна, а головы две. Вот так налево-направо. И они бегут, вот эта колесница. Лошади так развернули головы, смотрят назад. И колесница вот так летит по направлению к будущему. А на Мгм. колеснице кто-то такой наполовину светлый, вот так за сердце как бы держится. Юля, На колеснице, да? да. Мгм. Она как Так, бы несет в будущее вот это семя дьявола, вот это имперский дух, вот этот. мгм. Спроси у Юли, зачем она везет этот дух, семя это? Зачем ей это надо? Она показывает, что она как будто вот так разгребает пространство, потому что когда она вот так летит на всех парах, вот эта лошадь, и я вижу Мгм. один глаз этой лошади, которая сюда повернула голову, он как безумный такой, и она вот так просто летит и ударяется как о дверь, то есть там прохода нет, то есть будущего нет. И все вот так это рассыпается, все рассыпалось, вот эти черные энергии этой колесницы, этой лошади, а Мгм. она начинает вот так падать вниз, падает, как ангел светлый. Говорит, пошла на воплощение. Вот оно что. Мгм. Первое воплощение. Давай посмотрим. Первое воплощение, этот контракт первый с Люцифером. Пусть она покажет это событие. Я вижу, что она сидит вот так в эфирном плане. Это выглядит, как будто она сидит, как будто она пришла в какую-то контору, а перед ней такое зеркало. Мгм. Не зеркало, а стекло такое. Почему-то считывается зеркало. Почему зеркало? А, она видит в этом зеркале свои собственные потребности, а со стороны миссии высшее я ей что-то подсказывает. Она вот Так. так и со стороны ее высшее я вижу, вот так оборачивается и вытаскивает такую, как струну, такую нить, которую связывает с антимиром. Пространство вот четко разделено на светлое и черное. Она говорит разделить пространство. Мгм. И слышу уличить. Уличить в фальшивости. Фальши, да. Мгм. Так, а разделить
пространство черное на белое, ее миссия, я так понимаю. Нет, оно уже было разделено. Да. Она, когда я спросила, что разделить, она показывает на вот эту свою голову с этим взрывом в голове. Угу. Говорит, разделить фантазии, разделить смыслы. Показывает вот эти заклепки. Я вижу, что когда я вот так пошла по этим спиралям с этими заклепками, то что они прячут? Они прячут корень. Я вижу там такой живой корешочек, который вот так движутся вот эти веревочки, ну, корешочки. Все движется вот так. А на этом живом уже надстройка вот эта спираль с этими заклепками. Скрепы сознания, слышу. А вот это живое, Да, что это живое? оно считывается живица. Так, что это за живица, Виктория? Давай посмотрим. Первый раз такое вижу, по-моему. Живица. Давай посмотрим. Свойства. Считывается как живой контакт с целомудрием. И вижу, что она как будто бы вот берет и как бы подключается к первоисточнику. Там такой шар огромный, сияющий, считывается как целомудрие. Гармония, целомудрие, то есть целостность и мудрость. Мудрость целостности. Ей мешает, она не может, и она говорит, что мешают вот эти скрепы, вот эта спираль. Скрепы сознания, потому что они, вот этот корень сознания, получается, эти скрепы, это как крона дерева. Искусственный интеллект. Это искусственный интеллект. А живица, вот этот живой разум, живой дух, он как бы висит в пространстве, ни к чему не прикреплен. Он не имеет основы. То есть, как бы, как отрубленный... Вот оно что. Вот корень, на котором ничто не растет. Пенечек. Вот почему эта урания сидит возле пенька. Да, то есть возобновить, миссия моя какая? Возобновить чистое сознание, божественное, целомудренное сознание человечества. И вот у нее этот, как она показывает, это живица, вот этот корень, который просто как медуза, ни к чему не прикреплен. Так, а изначально она была подключена к чему? Этот корень живица. Это у нее образовалось, когда она подписала контракт. Считывается, что это выросло, что у нее этого не было, что это замена сознания на рост. Живица. Когда я смотрю до того, когда она подписала этот первичный контракт, то она была как единым целым с этим светящимся шаром, целомудренным сознанием, и она была частью, единым целым с этим целомудренным сознанием. А когда она вышла за пределы, она считывается как падший ангел. Мы все падшие ангелы. Мы все пошли. Не все. Некоторые пошли как бы добровольно на миссию. Но мы сейчас посмотрим. То ли она обманута была, то ли она пошла специально. Так, хорошо, Виктория. Так, значит, вот этот шар целомудрия, он является частью этого корня или этот корень и есть? Нет, этот корень отдельно.
Ну, я специально Ага. рассказываю эту Ага. карту ментальную. Шар, Так. вот это целомудрие, или как сектор первоисточника, миссия, это все находится в верхней правой части. Мгм. А Так. вот это пространство, вот и она, уже ее личное пространство, в этом личном ее пространстве находится вот это все, что я ей рассказывала. И вот этот корень ее сознания, он не в голове у нее, а он вынесен вот так, где сектор подписания контракта. Ага. И он имеет такой коричневый цвет. Цвет, ну, считывается как принесение себя и других в жертву или фашизма по-другому. То есть это как оборотная сторона программы жертвы арабской Мгм. психологии. И она, получается, жертвует свою душу и энергию, питает вот эту всю структуру с клепками. Нет, эта структура с клепками, это как это в ее голове, это ее личное пространство, а она считывается как первичный создатель. Возможно, какой-то она организовала эгрегор. Так. Оно вот это все считывается как люциферское сознание. Мгм. Вот это все дерево, это оно как это ее сознание, как оно выглядит сейчас по происшествии времени, то есть все это в ее голове, ну это так выглядит ее сознание сейчас. Мгм. Так яснее. Да, а вот этот корень, вот это как дерево с этими металлическими штуками, с заклепками, а вот этот корень, он вот так вот пульсирует, плавает, вот где сектор подписания контрактов. Мгм. И сейчас я смотрю, что это именно тот корень, вот за который вот так держится лапами этот двухглавый орел. Он тоже вот так, как держава, знаешь, ой, как будто это держава, и он вот так державу, как Мгм. или как планету, вот так вот, знаешь, зацепил Когтями. когтями, да. Так, хорошо, Виктор, давай вернемся к контракту, когда она пошла на воплощение. Смотрим, Так, с может, кем она. нет, смотри, может это надо смотреть, когда был подписан контракт, потому что может это не с воплощением связано, а с чем-то другим. Сейчас Мгм. я вижу, как снова этот конь летит вверх. А что же это такое? Этот конь. Я сейчас ее спрошу, что она держит Мгм. и куда это она так летит. Она говорит, что вот это направление, куда она летит вверх, по направлению к будущему, к Первотворцу, это, говорит, глаз сознания, то есть голос. То есть ее зовет ее высшее я, ее сознание, целомудренное сознание. А как же она туда Мгм. попала? Я спрашиваю, зачем ей туда и что она там делала, в нижних пространствах. Она говорит, я упала, Мгм. по контракту упала. Мгм. Ну давай посмотрим, когда она попала, что, то есть, что это за контракт, по которому она упала. Пусть она покажет это событие, Но я вижу, этот контракт. что находится она на таком светлом пространстве, в секторе Первотворца. И потом она берет вот так, как-то, как будто бы на обрыв задом пошла, не, вот идет Мгм. несколько шагов, сделала назад, ну, как бы взад идет. Мгм. И там раз и падает в этот обрыв. Ну, это что я, да, она падает, падший ангел. То есть она была как бы сброшена с высоких пространств. А почему? Давай посмотрим причину.
никуда не Значит, ведет мгм. этот вопрос. Так, хорошо. Давай посмотрим этот контракт, по которому она упала. Пусть покажет это событие, ее решение этого контракта. Так, снова слышу, пошла на воплощение. Так, что это за момент? Она говорит, чтобы разоблачить истину. А зачем истину разоблачать? Спроси у Юли, зачем ей разоблачать истину? Ам. О, она показывает пальцем, она выглядит как ангел, стоит как бы спиной к этой пропасти, показывает на Первотворца и говорит, что Первотворец лжет. Протянула руку и говорит, он лжет. Так. Говорит, нет пустоты, нет смерти, и смотрит вниз. А там миры. Вот я смотрю, а там такие планеты. Там миры, мир такой есть. И она говорит, что он лжец. И у нее вот этот палец почернел, и рука почернела. А, теперь понятно, почему у нее вот эти черные руки. Она обличала Первотворца, и она пошла, чтобы его обличить. Так, Во лжи. хорошо. А с кем она подписала контракт? Я приказываю второй стороне контракта проявиться. Я вижу, что она идет, вот когда упала, идет мне так, чуть-чуть пободалась, то есть что-то она подоговаривалась с этим Люцифером, считывается со спящим ангелом. И Так. открылась как дверь, и она вот так просто провалилась. И как бы с ним совместилась. С этими черными энергиями. Так. Где в этот момент контракт, ее соглашение? Вот когда она бодалась там. Так, давай посмотрим этот момент. Да, выясняла отношения. Давай послушаем. Да, я вижу, что она берет два какие-то листа такие длинные. Один и второй. Один черный, другой белый. Она получает этот белый контракт, лист такой длинный, от этого дьявола. Так. Что это? Контракт, это контракт на соглашение. Так, с чем Юля согласилась по этому контракту? Она показывает вот так народ попробовать, и одновременно у нее идет вот подключка в рот и подключка как хвост к нижним чакрам. Говорит, попробовать дифференциацию. Дифференциация чего? Вот этот двуглавый орел, оно ассоциируется как раздвоение личности, раздвоение как шизофреничное мышление, как одна голова влево смотрит, другая вправо, извиняюсь за выражение, это как страус, голова в песке, а жопа всегда наставлена, готовая к насилию,
каждый может пойти и стукнуть или что-то еще сделать. И вот это то же самое. То есть левая голова не видит, что делает правая, правая не видит, что делает левая, а нижние чакры готовы к насилию. Мгм. Она согласилась получить этот опыт? Да, считывается как допинг. Вот этой светящейся энергии, этого духа, этого сперматозоида, то есть этого духа дьявола. Мгм. Так, а спроси у Юли, зачем ей этот опыт? Есть у нее цель? Она показывает на сектор миссии и говорит, что она была ребенком. А разум как ребенок. Мгм. Не умела различать как бы добро и зло. Так. Не умела... Она пошла, чтобы совершать преступление. Чтобы совершить преступление. И я вижу, как будто она по этому дереву искусственному вот скатилась вниз. Мгм. То есть она была ли она обманута этим Люцифером? Да, была обман. Так, и в чем именно обман был, Виктория? Я вижу, у нее есть подключка к левому уху от сектора интерферента. Он ей вот так как шепчет. Считывается, обгладывает, как бы откусывает от нее, обгладывает ее совершенство. И он вот так чух, показывает вот эти миры, которые он понасотворял. Да, и вначале они как будто бы все работали, но все они, я вижу, эти все миры построены как будто все эти планеты или вот эти пространства, они шары такие на вершине этих металлических искусственных спиралей, которые как у петрушки из головы это все растет, эта шапочка. Это миры, созданные первичным создателем зла, преступником. Он приступил к иконе совершенства, иконе целомудрия, и поэтому он стал насильником и грабителем. А грабитель, потому что он грабит целомудрие. Буквально он ей шепчет, соблазняет, а на самом деле откусывает. То есть вот эта первичная программа лжи, которая направлена на ограбление, вот, на насилие. А ложь появляется, это самое первичное. Давай посмотрим, в чем ложь. Что он такое говорит, Юлия? Ну, как раз я только что это слышала. Он говорит, что Бог не прав. Он так показывает пальцем, говорит, не прав. То есть обличает как бы Творца во лжи. Так, а в чем ложь? Да, он считает, в чем ложь Первотворца? Он говорит, его мир несовершенный. Как бы не хватает, говорит, искусности вот этого дерева с этими вот спиралями. Говорит, искусности не хватает. Выбора не хватает. Говорит, нарушить нужно больше воли. Ну, типа выбирать зло. Понятно. Я вижу, как вот это сияющее пространство Вселенной, чистой священной Вселенной, оно
такое гармоничное, и все там как бы с опаской смотрят на, ну вот поглядывают на то пространство внизу Мгм. и как бы доверяют настройкам Вселенной или Первотворцу себе, что там опасно. Мгм. А там как такой черный вихрь крутится. Но там вот этого вихря они не видят. Они видят только как в зеркало. О, вот появилось снова это зеркало, в котором видят вот эти планеты, которые так красиво кружатся. То есть космос, мир, созданный М. уже считывается лжецом. Так, а вот это отображение, оно тоже лживое? Вот это зеркало, что отображает? Да, он буквально вот как бы показывает раз и Мгм. снял как большое зеркало, раз показывает. То есть показывает не истину, как оно есть на самом деле, а просто какие-то ну, улучшает картину, неправду Мгм. говорит. Так, И я а вижу, как она передай. снова вот А, оборачивается и спиной вот падает вниз. Она поверила лжецу. И мгм. вот этот палец черный у нее, вот сейчас, это кармическая ответственность за ее ложь на Первотворца. И у нее вот это, где правая нога, такой огромный черный шар. Это кармическая зависимость. И считывается, что она приняла семя зверя. Мгм. Так, спроси у Юлии, получила она опыт? Да, и она вот так ногами, руками вот выталкивает из сердечной чакры вот это черное семя, которое проникло в ее Мгм. сердцевину, и выталкивает вот это э, дерево, и вижу, что вот этот корень, там в корне в этом, оно считывается как нарост. Мгм. Внутри есть светящаяся энергия, говорит семя. Так, а что это светящееся? Что это за семя? Оно имеет отношение к вот гармоничному миру, Мгм. семя истины, гармонии. Понятно. Так, а И спроси у Юлии. Ага. Что? И? сейчас я хочу посмотреть, где это семя было в ее Посмотри. пространстве личном. Оно вот Мгм. так где-то вот здесь, Справа. а в Мгм. голове вот справа. Так. И оно вот здесь, такой идет как диагональ через левую ногу. Это вот сектор Мгм. принятия решений. Ну, понятно теперь. Это семя разума, когда... Мгм. То Когда есть, бодались, она отдала это семя? да, Мгм. то есть она как бы поддалась Мгм. на На демонические, ложь. Да. считывается магические услуги. М. Когда он ей там рассказывал сказки, да, показывал это зеркало, как там все у него прекрасно, Ага. это он услужливый такой, знаешь, как этот шут. Вот он будет вас развлекать, вот будет вам рассказывать то, что вы хотите слышать. Это услужливость такая фальшивая. Он сам Мгм. служан, как служак. Ясно. Служака? Ага, понятно. Это программа услужливость. То есть готовность служить не Мгм. себе высшему я, не разуму, а
вот этим низменным инстинктом, оно так и звучит, вот этим вибрациям низкочастотным, то есть демоническому разуму. Виктория, давай посмотрим контракт Да. с этим делом. На что она согласилась? Сейчас я вижу, она стоит перед огромным зеркалом, и вот эти листы, они сверху, она вот так их перебрасывает, знаешь, как лекции читает, то Угу. такие вот листы большие тут написано, и перелистывает, знаешь. Вот, и она вот так перелистывает, поперелистывала эти все листы, и там открывается портал, и она шух туда. Так, что это за листы, Виктория? Сейчас я откручиваю назад, они все назад возвращаются. Угу. И я вижу, она подошла, и вот этот палец черный воткнула как ключ в скважину замочную, в это зеркало. Считывается, дала отпечаток своей души, то есть согласие. Она согласилась с этим Люцифером, и таким образом он получил отпечаток ее души через согласие быть на его стороне. Буквально она вот раз, как за эту дверь, за это зеркало зашла и встала с ним на одну сторону. Угу. Понятно. Вот оно что. Так. Так, а что в этой быть на его стороне? Что в этом, собственно, Считывается безобразничать. безобразие? Принимать участие в безобразном служении плоти. Вот так я слышу. Угу. Этот концепт дьявола. Да. Ага. Ну, правильно, потому что ангелы, они духовные сущности, и для них не было естественным вступать в сексуальный контакт с человеческим существом, который как бы секс был как условие проявления на физике божественных конов любви, согласия и продолжения рода. А демоны, то есть эти ангелы, они пошли по этому пути не естественным путем, потому что это для них неестественно было. И поэтому это стало как камнем преткновения. И буквально я вижу, как будто они, вот эти ангелы, вот свой этот мужское, это как будто бы вот они это самое, и бац, такая черная преграда стала перед ними. То есть они потеряли совершенство из-за своего желания совокупляться. Беспорядочно. Да, с человеческими существами. И вот так вот. И у них вот это стремление к телу. Угу. Вот оно что. И сейчас раз, вот эта картинка пошла, как эта маленькая девочка там лежит, новорожденная, а где-то там эти поминки. И вот этот человек, который умер, этот солдат какой-то, у него тоже стремление было, вот он подвержен был вот этим энергиям имперского духа, и у него тоже такое же стремление завладеть телом. Так я не удивлюсь, если мы его найдем в ее пространстве. Давай посмотрим, Виктория. Не, давай потом посмотрим. Ага, потом не посмотрим. будем Хорошо. отсюда уходить. Добро. Чтобы потом, зачем да, искать не потом? возвращаться. Угу. Хорошо. Так. Что было, на что конкретно согласилась Юлия? Вот это безобразничать? Она говорит попробовать. Ага, так. Попробовать. И я вижу, как она показывает, вот как будто бы она такую что-то светящееся, как мы пробуем пищу, да, на вкус. Угу, То есть попробовать на вкус. И вот я вижу, как она оголяет свою попу, вот это
вот это вот попробовать, ну, считывается безобразие. Угу. То есть вот это вот. Ясно. Так. Она в этом контракте потеряла вот эту частичку истины, да, семя истины. Да, и оно почему-то идет каннибализм. Причем Так, тут? Сейчас я... это взамен каннибализма она получила? Не-не-не-не, Что не это? выдумывай. Да, давай посмотрим, что это за Дай. каннибализм. Вот когда я Угу. сказала вот попробовать, и она вот так раз подставила свою попу, Так. и слышу так: каннибализм, каннибализм. А каннибализм, оно считывается есть себя, ну, кушать себя, пробовать себя, есть себя, съедать себя самого, себе подобных, уничтожать себе подобных, свое личное пространство. То есть как будто бы, когда человек, вот, когда она разрешила ее, образно говоря, насиловать, вторгаться в ее пространство, то таким образом она как бы разрешает самой себе поедать себя. Интересно. Ну да, Угу. в принципе, программы жертвы ж такие и работают. Как говорит, как мой дедушка говорил, у кого нет чести у самого, тот оторвет у другого честь. То есть так программы жертвы работают. Жертва всегда отдает себя в жертву и приносит в жертву других. Не охраняет законы жизни, а идет по пути разрушения пространства, убийства себя и других. То есть поддерживает убийство других. Нет вот этого, я слышу, развлечения добра и зла. И вот это как эта шапочка разноцветная у шута. Добра и зла не может различить. Понятно. Да. Угу. Она Так. говорит: я разрешил, и вижу, она вот руками держит, вот так руками двумя, как бы что-то скрывает там. Так, что она там скрывает? Она говорит, что разрешила стать жертвой обмана и насильника. Жертвой обмана насильника. И говорит, что она отдала свою живую. Вот живица шло. Живая. Так, сейчас я посмотрю, что это. О, это я видела у себя когда-то, когда... Да, я вижу. Это центральная часть сознания. Это как наш дух, как центральный процессор математическими фразами. Искра жизни. Или искра жизни, да. И я вижу, это похоже вот как вот этот корень с этими, как зуб с корнями, да? А внутри Да. там вот это. И вот эта живица, она получила вот эта живая частица души, которая программирует на успех, на радость, на жизнь. Оно обросло вот этими. И она это понимает и видит. Я вижу, как у нее все начинает сиять. Я передаю ей информацию, что ее рациональная часть хочет расторгнуть все контракты. Я вижу, она заходит в тот момент, когда она вот на Творца показывала пальцем. Угу. И я вижу, так, как она поворачивается лицом к этому нижнему миру. Угу. И как бы вот эту дорожку, по которой она свалилась, вот как красная дорожка, да, простилают красные дорожки. Вот я вижу, что это то же самое, падение нравов. Падение... вот. И она повернулась, чтобы видеть врага лицом, а не спиной. И вот эту черную дорожку выбрасывает. Она говорит, что она расторгает контракт, желания ее души.
они желали ее душу. Я вижу, как Мгм. она достает ее, оно так чавкает с того пространства, то есть она вот мысленно вот заходит, как рукой как будто бы достает вот эту, оно как ребеночек, как зародыш такой. Так, вытащила. Что-то вот эти зародыши нам идут уже несколько дней. Мгм. Я сейчас хочу посмотреть, что это. Посмотри, Виктория, что это. Так, я вижу, что это как маленький ребеночек, зародыш сознания, и он вот так, как соску, смокчет черную подключку. И подключка от нижних чакр считывается как соединение. О, добра и зла. Соединение света и тьмы. Мгм. И в этот момент она вот как ангел там как будто испугалась, вот так отпрянула и лицом смотрит в это зеркало и увидела вот это черную, эту страшную морду, истинное лицо Антимира. И она быстро так вот этот черный, из пальца эту черную энергию, этот фрактал черный убирает, Мгм. выбрасывает и говорит, зло есть, говорит. Зло Мгм. есть, я так слышу. Зло есть, зло есть, зло. Постоянно одной такой, как-то монотонно. Зло есть, зло есть, зло. Я Так, ей ну, говорю, чтобы она вынула. У нее как заела пластинка там. Чтобы она вынула вот эти все импланты, приказывала этому дьяволу убирать его воздействие. Я вижу вот это у нее как это ухо, как будто бы вот так, знаешь, проросло, чтобы слушать, настраиваться на антимир. Это уходит, мгм. и она как будто бы с одежды с какой-то, как снимает, выбрасывает. И я вижу, как она хватается руками как за обрыв, чтобы выйти вверх. И есть светящиеся души с листами, с такими. Они стоят, и ручки у них такие. И они руку ей протягивают и помогают. И она села на краю и сидит, а ноги опущены в антимире все. И он постоянно ее вот так тянет, чтобы стянуть вниз. Так, что еще зацепка какая есть? Я слышу какие-то циклы сознания. Я ей Так, передаю, что ее рациональная часть хочет избавиться от всех контрактов. Вот она. Я вижу, она не разрешает, то есть запрещает, образно говоря, насиловать ее, вторгаться в ее пространство. И она вот эту подключку к чакрам, не сердечным, оно идет как сердечное, потому что идет как в обратном порядке, перевернутый. перевернуто, да. С первой и второй чакры отрывает, и вот сейчас она поднимается вверх. А ну спроси, пусть кивнет. Она там не занималась цельнозором случайно? Юлия, нет. Нет. Появилась вот такая шапка раздвоенная. И слышу Илюша. Какой-то Илюша. Какой-то Так, кто такой Илья. Ильюша? Это шапка. Приказывай. Это шапка Ильюша? Ну, на шапке вот красное и синее. Один синий, вот это одна шапка, Мгм. а такой как рог в одну сторону, вот в левую синий, а красный в правую. А здесь слышу, когда смотрю, Илюша, как предтеча, предшественник. Так, кто это? Предшественник рождения глобального зла. И я вижу, что у этого орла и у этого, в этой всей
конструкции есть как вот эта глобальная идея, вот эти светящиеся кошки такие, как крючки, которые выходят за пределы этого орла, чтобы разрушить целый мир, глобальное зло, чтобы поглотило всю планету и сожрало все человеческое цивилизованное вот это мышление. И вот это варварство, вот это насилие, ложь, Это проявление чтобы, вот этих да, чтобы кошек, зацепок этих, которые хотят разрушить все. это энергии, которые заражают, как Ага. семя мужчины проникает для того, чтобы оплодотворить, и чтобы из маленького семени выросло большое тело, да? Вот точно так же вот эти, когда человек проявляет этот дух дьявола, то он таким образом рождает вот этого демона в физическом плане. То есть проявление убийства, ложь, вот это проявление дисгармонии, это как рождение духа зла, то есть проявляется уже на физическом плане действиях. Когда человек действует, как запрограммировано духом антимира, то таким образом он сам становится как воплощением дьявола. Получается, не семя жизни, а семя смерти, да, которое проникает. Он как рождает, как будто бы вот это зло воплоти. То есть он воплощает, вот так оно и идет, воплощает зло на физический, то есть вытягивает из духовного, с эфирного пространства этот заряд ненависти, дисгармонии, лжи и воплощает в физические проявления, то есть действия конкретные. Поэтому так и же написано: не делай этого, потому что это есть борьба с добром, борьба с Творцом. Когда человек лжет, насильничает, убивает, еще что-то, это он противоречит духу первоисточника. Сейчас я смотрю и спрашиваю, вернула ли она свою живую. Я вижу, она вот ее так держит, как будто бы крошечный ребеночек вот здесь. И вот эти наросты этого корня вот так отрывает. Я говорю ей, чтобы она очищала все ее живое сознание от скрепов лжи, дисгармонии и возвращала все частицы ее божественной души с антимира и приказывала всем интерферентам забирать все их воздействия от нее. Да, всем интерферентам приказываем, чтобы забрали ихними руками все воздействия, импланты, настройки, все эти подключки со всех времен, со всех уровней сознания. Я вижу, что она встала, у нее появились ноги, потому что раньше у нее как будто бы один хвост вместо ног был, и она идет по направлению к первоисточнику, но ноги такие все от талии такие черные, как два таких корня черных. Я ее спрашиваю, зачем она это себе оставила? Не хочет ли она избавиться от корней? Считывается блуда. Типа заблудилась. Вот. То есть, когда человек разрешает себя в эфирном плане насиловать, то есть насиловать свою волю, подчиняться чужой воле, этому безбрежию программам, то получается, что куда-то я ушла. Давай я вернусь куда-то. Вернись. Да, когда она идет с этими ногами, идет, подключками. Заблудилась.
Ну да, идет, и вот это ноги как будто бы блуждает. заплетаются друг за друга, как в косу заплетаются. Мгм. Скажи, что рационально хочет все контракты с антимиром, все привязки убрать. У нее черная рука, и она так держит, что-то скрывает ладонью. Так, Считывается договор давай с создателем. Так, что это за договор? Ну, создатель — это тот, который Ну да, скопировал ага, творение и вот эти все искусственный мир создал. Интерферент, да. угу. Так, что Он это за... считывается поглотитель, вампир. Угу. Я вижу, что это вот птица, которая ее куснула, она вот так сейчас уходит. Какой-то договор. Давай посмотрим момент заключения этого договора, пусть она покажет. Так, сейчас на эфирном плане это выглядит, что она вот так целует, обнимает и целует вот эту черную птицу просто в клюв. Угу. Так. А что на физическом плане в этот момент происходило? Я вижу, этот ребенок ножками дрыгает, кричит, плачет, а кто-то из сектора магии вот так встал над этой люлечкой и так смотрит на ребенка. Так, кто это смотрит на ребенка, и ему приказывают проявиться в соответствии с его физическим ДНК? Я вижу вот это вот как цокнулись такие черные стаканы. Слышу поминки. Угу. И вижу гроб. Из этого гроба выходит такой... Ну, там человек лежит. Так, вот этот солдат, который Да, умер. и он такой злой очень, сухой, какой-то такой в гимнастерке, что ли, вот этот цвет хаки. Угу. И он вот так идет, вот так вот по пространствам, вот так вот приплыл. И вот так смотрит на Юлечку, Это на Юле на ребенок. маленькую Угу. девочку. Так. И говорит, я здесь останусь. Я вижу, что это притянулось, эта дверь, которую она открыла, вот когда заходила в черное пространство, она так и осталась, вот как открыта. И на это он и притянулся, на этот первичный контракт. И он говорит, Угу. и в эту же щелочку он проникает и говорит, что я здесь останусь добывать, ну, добыть, не в смысле забрать, а добывать, я слышу, ну, как бы дожить свой Даже, век. да. Угу. А зовут его, не знаю как. Ну и не надо. Не идет Ну имя. ладно, не идет, не идет. Так, а какой договор был подписан? На что согласился в этот момент Юлия, когда он входил в ее пространство? Ну, смотри, работа с бесплотными идет таким образом. Мы ему рассказываем, что он вторгся в нарушил пространство, пространство, да. и предложить ему, чтобы он выбрал, куда уйти. Сейчас я зайду в тот момент, когда он вот стоит и только смотрит на нее, то есть он как бы считывает, куда проникнуть. Его как магнитом вот это, снова это вот, знаешь, как присоединиться, как Да. это резетка, знаешь, втыкнуть штекер в резетку. Вот. И я ему говорю, что он нарушает законы священной вселенной. И в этот момент я вижу, как этот беззащитный ребеночек в этой люлечке вот так раз всплывает, энергосфера становится круглой, большой. Я говорю, что его сейчас за его насилие Юля отправит в темный портал. А он так...
А я говорю, Так. у него есть шанс избежать этого. Сейчас я посмотрю, куда подключка идет. Подключка идет вот от него прямо в сексуальную чакру. Мгм. И чтобы он выбрал себе место, куда он хочет. Ну, я говорю, что... А он хочет, я вижу вот это, где цокаются. Я говорю, что Мгм. это пространство, в котором ему будет плохо, что он живая душа, пусть он найдет в себе Мгм. эту божественную искру, и пусть он возвращается, если он хочет, конечно, в более чистые, светлые, реальные пространства, а не в какие-то фантазии. Мгм. И я ему даю Перед... выбор, что Да, ему там будет лучше. Там, где отдыхают души, он хочет? Да, он хочет. хорошо. Он хочет То этот есть, стакан взять. Ну, наверное, любитель выпить. мгм. А я ему Передадим передаю, ему что... еще алгоритмы освобождения для умерших. Передадим. Да, да, Если он вот-вот. хочет, пусть он посмотрит эти алгоритмы. Если он хочет, пусть он отсоединяется от антимира, посмотрит, что эти стаканы его ждет. Нет, он отказывается от стаканов. Отказывается. Хорошо. Тогда пусть П- он выберет тот пространство, где он хочет быть, И я поднимается. посчитаю так энергично до 3, и пусть Юля отсекает все подключки к этому бесплотному, а он пророс многими подключками в нее. И Мгм. пусть она его на счет 3 Отсекает. вытолкнет полностью, а он в этот же момент поднимается в те пространства, которые он хочет, и закрывает портал Хорошо. за собой. Значит, я посчитаю до 3, и к этому моменту Юлия подготовится, наполнится энергией, вытолкнет все подключки и отсечет от этого солдата все связи, и этот солдат уйдет в те пространства, куда он хочет. На счет 3 это произойдет. 1, 2, 3. Ух ты, и вот это как резетки, вот так чух, Мгм. рассоединились. Его программы эти полетели вниз. Черная подключка, эти ноги от нее полетели вниз. Она освободилась. Я ей говорю, что это у нее там, пусть она убирает эту, вот еще остатки, пробовать зло. Пусть она это Мгм. выталкивает, как, знаешь, как дурачок этот во рту. И я вижу, она Ага. выталкивает, эта девочка в том пространстве. Я ей передаю, что она любимое дитя божественной, целомудренной вселенной. Я вижу, как у нее вот этот анальный фрактал зарастает, уходит, Мгм. выходит эта подключка от этого антимира, она поднимается вверх, и я передаю вот это 3 чакра, вот это, там такое, как пуповина такая, спиралькой, чтобы она приказывала всем из антимира убирать их Мгм. подключки, импланты, чипы, очищала полностью ее пространство. То есть прикажет каждому этому интерференту, магу, насильнику, каждому по отдельности, чтобы они забирали своими руками все воздействия, все до единого. Я вижу, как в секторе магии вот эти поминки, как вот этот цок, и оно вот так Мгм. разошлось. Я так понимаю, что поминать таким образом умерших – это какое-то безумие. Ну, причем тут принятие Да, алкоголя и эти ритуалы, пьянствовать, когда когда душу нужно направлять, помочь ей уйти в светлое пространство, а не привязывать к каким-то ритуалам. Мгм. Так, ладно, пусть посмотрит Юля на эту ситуацию, когда она лежала в люльке и слышала это. Пусть свой взгляд настроит на первого Творца и не вот эти все чоканья, пусть она отсечет все эти энергии, все эти подключки.
Все произошло, и я вижу, как вот это, как трубочка такая, знаешь, как труба проросла с ее левого уха, оно вот так развернулось и ушло в сектор магии. Она поднимается вверх, и я ей говорю, чтобы она сейчас гармонизировала все ее, считывается, небесные сферы. Мгм. Интересно, что это. То есть верхние чакры, они считываются как небесные сферы, как связь с высшим, проявление высшего Я. То есть разум – это и есть Бог, Творец. То есть наше подсознание – это наша душа, это и есть Бог. Это одно и то же, и нам нужно очистить самого себя, божественного, от примесей этого варварства, этих звериных, зверских энергий антимировских. Мгм. Я ей передаю, чтобы она возвращала свой сияющий целомудренный разум, очищала свою душу, и чтобы она полностью очистилась, а мы сейчас зайдем в тот момент. Да, на счет 3 мы зайдем в тот момент, когда она полностью очистится, перестроит свое физическое и эфирное ДНК по своему совершенному эталону, данному Первотворцу. На счет 3 это все произойдет. 1, 2, 3. Интересно, она вышла с этого пространства, и так за ней захлопнулась дверь, так хлоп. И я ей говорю, чтобы она отправляла на аннигиляцию все эти события, расторгала на всех уровнях сознание, подсознание, все контракты с антимиром, со злом. И я вижу, происходит примирение с Творцом, а на самом деле самой с собой. Она как обнимает первоисточник, но на самом деле это примирение с собой, своей божественной частью. После этого, когда она примирилась, тоже какие-то энергии считывается содействие с антимиру, то есть помощь антимиру уходит, и она как ангел светящийся поднимается еще вверх, улыбается сейчас, да, хорошо, энергосфера прочная, Супер. сияющая, она как ангел. Отлично. Посмотри на нее. Все ли сейчас она очистила? Ну, То есть смотри, полностью. вот меня, когда вот так спрашивают, да, у меня такое внутреннее идет сопротивление, потому что я знаю, что не все, потому что на уровне сознания и на уровне нашего физического ДНК у нас записано еще очень много искажений, которые мы допустили, да, и оно проявляется, вот как эта детонация, я слышу, тогда, когда мы готовы к какому-то следующему шагу очищения. То есть как, то, что она... Например, вот это, да, я понял, как вот эта война вызвала детонацию, да, примерно. Да. Так еще, возможно, еще какие-то события, которые будут поднимать эти пласты, с которыми еще надо будет, Да, грубо война говоря, просто очищать. показала, к чему стремится каждый человек, что он выбирает. Нормальным людям справедливость диктует пожалеть жертву, да, то есть не отдавать ни себя в жертву, не идти воевать и не умирать, проявить сочувствие к той жертве, и таким образом, ну, когда закончатся насильники, тогда закончится насилие, скажем так. Если никто не будет нападать, никто не будет защищаться. То есть вот я никому не мешаю, и мне никто не будет мешать. То есть это вот эти, я слышу, сохранять полномочия. Так, хорошо, Виктория. Давай отсоединись от всех ситуаций. Да, чищу все пространство. Так, несколько вот здесь аспектов. Да. Юлия хотела посмотреть и устранить причину опухоли в груди. Пусть она покажет причину, осталось ли.
Это связано, я слышу, вот из сердечной чакры, и снова сердечная, смотрю вниз, а слышу сердечное, с одобрением зла, с одобрением насилия. Мгм. То есть сейчас я посмотрю, с чем это конкретно связано. Посмотри, Виктория, с чем конкретно это связано? В секторе интерферентов появляется такая фигура, которая кого-то держит как будто бы вот так за волосы, считывается за скальпель правой рукой, а левой рукой держится как за узел. Вот рука на руке, считывается муж-насильник. Мгм. Так. Считывается обручение с дьяволом. Мгм. Вижу Это портрет. Какой-то портрет. На портрете их двое. И кто-то делает ритуал. В секторе магии делается ритуал. 2 свечи. Какие-то длинные церковные свечечки. Вот так туда-сюда. Мгм. Так, кто делает ритуал, я приказываю проявиться. Какой-то шепот. Так. Я приказываю тому, кто шепчет, приказываю проявиться. Это приказ. Какая-то женщина программу устанавливает, колдует на нее. Считывается она как Татьяна. Сейчас я вернусь назад. Что-то она делает. Я ее сейчас спрашиваю, что она делает. Мгм. Она вот так говорит, что она космичит энергическими проблемами. Энергиями, проблемами. Пусть загнется. Так. Ну хорошо. Так, говорим, сообщаем информацию, что она нарушает коны Вселенной, и по конам Вселенной ее ждет карма. Либо она пусть отменяет свои ритуалы, или получает карму на выбор ей. Какая-то... Вижу, что Юля такой шар держит в руке. Так. Этот шар она как будто хочет ей отдать, а хочет не отдать. Это колдунья одевает платочек. Да, она как бы колдует. Может, не специально, она не делает какого-то специального ритуала. Я слышу, что она вот глазунья. Может, это ее подружка, которая ее просматривает? Она не написала, как ее зовут? Нет, не писала. Но они часто лгут. Так, ну там ты считывала, что это Татьяна? Ну, так я слышала, да. Юля, да, нет, Татьяна? Как? Нет, не Татьяна. Ну ладно, приказываем это Татьяне, пусть Юля приказывает это Татьяне, чтобы та забирала все воздействия, последствия воздействий. Если хочешь призывать силы кармы. Вижу, что она берет этот портрет. Она его как будто бы, а может и делала какой-то ритуал. Поставила вот так его как бы на какой-то пьедестал. И потом этот портрет, я вижу, вот так превращается, вот так складывается. Угу. Так. И уходит эта магия, и подключка от сердечной чакры тоже уходит. И Юлия, да, это какая-то Татьяна. И эта Татьяна вот так шмык, снова слышу, Татьяна, быстро ушло в портал. Хорошо. Пусть отсоединяет от себя эту Татьяну.
все энергии чужеродные на аннигиляцию, отсекает, Да, закрывает порталы. Сделала, да? сделала, да. Хорошо. Пусть Юля покажет также причины инфекции в мочеполовой системе. Бактерии. Так. Есть рекомендации? Может, на физике надо? Ну, конечно, к доктору. Так, конкретно какие-то травы, может быть, или эфирные масла? Эфирные масла, да, паразитов погонять. Угу. Хорошо. Так. Так, вот еще отсоединить от этой ситуации. Да. У Юли был такой случай страданий к животным. Был случай, когда она подкинула 5 котят от своей домашней кошки в воинскую часть под столовую. Пусть она покажет этот момент, ключевой момент. Ну, это она пошла по этому, по программе жертвы, в которой, ну, по программе фашизма, да, то есть предала беззащитных. Я говорю, чтобы она Хорошо. сейчас, она подбирает их, она отменяет эту Кошечек. ситуацию, она их подбирает обратно, и с этой ситуацией я ей говорю, чтобы она очистилась и наполнила эту ситуацию любовью, гармонией к этим беззащитным. И вот эти котята вот поплыли к сектору Первотворца. Хорошо. Пусть она уберет все эти страдания, всю эту память о страдании, которые точит ее, уберет программу страдания. Ну, я говорю, да, чтобы она стерла эту ситуацию со всех информационных полей. Она ни в чем не виновата. То есть вот эти угрызения совести, это как раз и говорит о нашей божественной чистоте и гармонии. Так, ну хорошо, Виктория. Да. Отсоединись от этой ситуации. Юля хотела посмотреть, в каком пространстве находится ее муж Николай. Давай посмотрим. А он что, умер? Да. Николай умер. Давай найдем Николая. В каком он пространстве находимся? Находится, да. На счет 3 найдем его. 1, 2, 3. Он руку протягивает вверх, рука его как высунута. Он в плохом пространстве говорит, что он не может подняться. Так. Я передаю Юле, чтобы она... Передала информацию о своем освобождении и передадим ему информацию, алгоритм освобождения. Ну, мы передали, да. Так. Если хочет, Юлия пусть покажет ему направление. Я говорю, чтобы она все подключки и привязки к нему убрала, и она ему как показывает путь. Я ему передаю тоже, что он может, если хочет, освободиться от всех привязок и уходить в самые высокие пространства, где отдыхают души. А он говорит, я тебя не просил. Ну, не хочет. Ну и все. Не надо, да? Я отсоединяюсь. Ну ладно, хорошо, отсоединяйся от него. Так, Юля хотела то же самое помочь умершему отцу Станиславу. Давай найдем, где находится сейчас умерший отец Станислав, Юлия. На счет 3 мы его найдем. 1, 2, 3. Он находится так повыше, но на такой черной тучке. И оборачивается к ней и говорит, ну ты накуролесила, доця.
Передает, пусть Юля информацию о своем освобождении, скажет, что она освободилась. Да. Передадим Станиславу методики алгоритма освобождения. Возможно, он уже или воплотился, или воплощается, потому что вижу ребенка с ножками дрыгает. Я ему передаю информацию об освобождении, чтобы он этот алгоритм. Да. Хорошо, Виктория. Отсоединись от Станислава. Так, Юля хотела еще помочь маме Валентины, которая умерла недавно. Да, на счет 3 найдем в пространстве, найдем Валентину. Валентина. 1, 2, 3. Она находится еще какие-то, ее части, как бы в пространстве Юли, связано с слезами. Она как-то обволакивает ее. Я передаю ей информацию, чтобы она собралась, собрала все частицы ее души и поднималась. Она как ангел вот так просто вылазит из такого пространства темного, чтобы она, если хочет, чтобы она уходила в самое светлое пространство, и она по конам Вселенной может приказывать всем интерферентам отвязаться от нее. Также передадим алгоритм освобождения. Если она хочет, пусть приказывает этим всем антимиру забирать воздействие и отсоединиться. Пусть она, если она хочет, выберет пространство, где она хочет быть, и поднимается. Пусть она закрывает порталы за собой. Да. Хорошо. Все, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Вернись к эфирному телу Юлии. Да. Спроси у нее, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да. Спроси, если она хочет, пусть она отправит информацию об этом сеансе, может быть, этим всем падшим ангелам, о освобождении, об этом алгоритме освобождения, тот опыт, который она получила. Если хочет, пусть она распространит эту информацию. Она повернулась и сказала: я больше туда никогда не пойду. И она вот так пальцем показывает и говорит: я с ними общаться не буду. Понятно. То есть она не хочет падшим ангелам передавать информацию. Ну хорошо. Потому что они сделали, делают сознательно. Каждый человек должен сам сознательно выбрать свой путь. А если хочет, может, она в общем пространстве оставить эту информацию? А в общем, оставляет. Ну хорошо, отлично. Это правильно. Пусть пользуется кто хочет. Да. Освободиться. Хорошо, Виктория. Тогда поднимаемся все вместе максимально вверх. Да. Наполняемся энергией, жизнью, гармонией. Прощаемся с Юлей. Отсоединись, Виктория, от всех и всего. Да. Если есть замороженная ситуация, на аннигиляцию отправляй. Проверь свое личное пространство. Очисти от чужеродного всего. Порталы закрывай. Хорошо. Виктория, я посчитаю от 1 до 3, и ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. И будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Я, конечно, в шоке. Не надо в шок. Не, таких слов не надо. Я в восторге. Да. Я в восторге. Я прям чувствовала в течение сеанса, как с меня что-то вот уходит, чернота уходит, мне все лучше, лучше, лучше. Я прям чувствовала вот это все. Это здорово.
Ну, я и хотела такое расторжение именно первичных контрактов. Вот этого я и хотела, ну, то есть от сеанса. Ну, а аспекты зачем? Что Все человек по вашей хочет, воле. то и Ну да. получает. Мы же творцы. Все прям согласно моим этим аспектам получилось. Вот именно сексуальная энергия. Действительно, она была очень заблокирована, получается. Ну, вот. Что не просто так нам снится, вот это все не просто так. Это все надо прорабатывать, получается. Да, Юля, Просто так ничего не бывает. молодец. Ну, то, что Паша ангел, ну, я не ожидала такого. Ну, вокруг всего этого очень много мистики, каких-то, понимаете, этих шаблонных представлений, лжи. Не надо, нужно на вещи смотреть попроще, потому что не навязывать эти ярлыки. О, падший ангел! А что это вообще такое? Да мы все падшие ангелы. Если бы мы все такие были светящиеся, чистые, мы бы вот где-то возле Бога там стояли и пели ему песни. А что это мы тут в аду делаем? Мгм. За Нас бы что? здесь не было. Нас бы здесь не было, так что не надо вот корону никому одевать. Вот, сами пришли сюда по каким-то причинам, не имеет значения. А если мы уже пришли, какая разница, какая причина? Что-то нам здесь нужно было? Поэтому вот это, от этого нужно избавляться, от этих скрепов. Очень интересный сеанс, очень. А я что насмотрелась, это вообще, если бы люди еще это все видели, как это все работает. Ну, чудесно. Благодарим вас за такую Я вас благодарю. чудесную работу. Ага. Это же я считывала с вашего подсознания. То есть это вы все И это я делали? Да. Я надеюсь, что этот сеанс поможет мирозданию в целом. Ну, Конечно, поможет. нашей земле и, может быть, прекращению войны вот это, потому что там это вот имперское что-то было вот такое, может быть, что-то повлияет в лучшую сторону, действительно. Вот, Ну, у нас же один император. Император – это дьявол, это ему нужна власть. То есть в чистой священной вселенной каждый творец имеет равноправие, а ему нужна отдельно, только одна ему. И очень легко это посмотреть, как устроено государство. Государство – это не народ, это не люди, это не страна. Государство – это вот эта политическая надстройка, которая управляет людьми. Если во главе стоит диктатор, который сидит на троне и сидит, захватывает и захватывает чужие страны, воюет и воюет, но это же империя. На данный момент на планете Земля осталась одна единственная империя – это РФ. В самом механизме заложено разрушение империи, потому что это неправильно. Каждый народ должен цвести отдельным своим пространством. Язык, территория, общность мышления и так дальше. И тогда всем будет хорошо. То есть во всем мире одна единственная империя осталась. Вот еще там Китай стремится расправить ноги, руки. Но, по крайней мере, зло должно уйти, и оно уйдет тогда, когда мы перестанем жертвить собой. То есть, когда мы станем на сторону справедливости. Вот вам жалко, когда котят выбросили, да, беззащитных? Да. Вот. Да. То есть, что это показывает? Это показывает, что мы светлые души. Если нам котят жалко, то разве нам людей не жалко? Да, жалко, ужасно. Просто это кровью сердце обливается, когда читаешь новости. Это просто невыносимо, конечно. Да, потому что человеческая цивилизация, ну, она не должна погибнуть. Варварство не должно взять верх. В 21 веке люди должны научиться договариваться, а не грабить, убивать и насиловать. Это варварство, это каменный век. Вот. Поэтому нужно... И каждый, кто поддерживает вот это мышление каменного века, тот где находится своим мышлением? Вот не зря это всплыло, людоед, вот эта программа, да? То есть он думает, что он кого-то
пожирает, а на самом деле себя. Потому что каждый, кто идет насильничать, он завязывает кармическую связь своей жертвой. И насилие прекратится тогда, когда последний насильник развяжет свою кармическую связь со своей жертвой.